Друзья, всем большой привет! Мы на канале MGC, и сегодня мы не говорим на технические темы, мы не говорим про Java. Сегодня мы хотим с вами поговорить про выгорание, то, с чем сталкиваются в IT программисты и не только. И сегодня у нас особый гость. Сегодня у нас в гостях Ольга Ишина, продукт-менеджер, которая уже прошла этот нелегкий путь, и она решила с нами поделиться своей историей, ну и, возможно, какими-то советами, которые, может быть, как-то вам пригодятся. Ну и в целом просто поболтать и как-то хорошо провести время в этот период изоляции. Вот. Оля, привет. Расскажи, пожалуйста, зрителям пару слов о себе. Всем привет. Да, меня зовут Оля, как сказала наша Мариана. Вот, я на самом деле сейчас очень жутко волнуюсь, поэтому я скажу что-то такое, чтобы вот разрядить ситуацию. Мне кажется, что это такая тема очень важная, и вот сейчас на меня смотрит весь мир, и мне надо сказать что-то очень глобально важное. Но на самом деле, я заранее говорю, не ждите каких-то универсальных решений. Все будет так, как сложится у вас, посмотрите. Вот. Мой путь — это мой путь, а ваш — он абсолютно другой. Вот. Я сама занимаюсь разработкой, вот, поэтому выгорание — это такой вопрос, который мне очень знаком, потому что когда ты работаешь с кодом, когда ты работаешь параллельно с людьми, уходит очень много ресурсов. Вот, поэтому я думаю, что все разработчики, все менеджеры могут найти в этом что-то свое. Вот. А сколько лет ты уже в IT? В IT, да, сколько лет? Где-то лет 9. Вот. Я в IT, можно сказать, самоучка, без ваших дипломов, то есть образование у меня формальное, лингвистическое, педагогическое. Дальше все я учила уже в процессе, на работе, на курсах, и так далее. Вот. Сейчас работаю разработчиком и лидом команды разработчиков. То есть есть разные продакт-менеджеры, прошу не путать. Есть менеджеры, которые занимаются чисто организацией процесса, я же отвечаю не только за процесс, но и за код. Класс. Как ты вот поняла, что ты выгорела? Когда произошло вот это само осознание, что вот все, точка? Был такой достаточно сложный период, когда я уже постигла все вот азы и высокие материи в разработке и получила предложение быть именно возглавить небольшую команду разработчиков. И для меня это была просто гипербольшая ответственность. Я это восприняла очень серьезно и стала делать все, что в моих силах, чтобы комфортно это все организовать. Много читать, много разбираться. То есть на мне повисла такая большая ответственность, мне так казалось, и за людей, и за качество продукта, и за код. То есть мы разрабатываем программный продукт для программистов, поэтому для нас очень важно качество кода. Это не для заказчика, которому можно там написать какую-то фигню, оно будет работать. Нет, здесь мы отвечаем перед программистами и смотрим им в глаза, потому что они будут наш код использовать. Вот. И работа с людьми, она такая, знаешь, люди разные, они тоже по-разному на все реагируют. И ты чувствуешь себя, может, немножко не в своей тарелке, потому что вчера ты был разработчиком, а сегодня ты уже имеешь ответственность, какой-то вес, твое слово имеет значение. Вот. И, наверное, все это, оно наслаивалось. А я такой человек, который со школы был гиперответственный, не то чтобы заучка, но со своими такими. Надо все сделать тип-топ. И это очень привело меня к тому, что в какой-то момент я поняла, что я просто не слежу за тем, что происходит. Что-то происходит, а у меня куча тасков, которые нужно там посмотреть, отревьюить, разработать, организовать, выдать задачи, проверить задачи, пообщаться с писателем, пообщаться с саппортом, и это просто это too much, скажем так. В какой-то момент я поняла, что я просто с этим не справляюсь, и сижу чем дальше с этим делать? Я просто не знаю, за что хвататься. Это была такая точка, когда я поняла, что-то нужно делать. И ты решила уехать? Я не то чтобы решила уехать. Это знаете, такие не связанные друг с другом процессы. Я, в принципе, хотела как-нибудь в своей жизни где-то помотаться. По Азии, например. Но как-то не удавалось. А отпуск месяц, это маловато. И в первую очередь я
не то чтобы решила уехать. Вы знаете, в таком состоянии вы не можете ничего решить. Вы просто понимаете, что вам трындец, а что с этим делать, вы не знаете. Потому что, ну, все, весь мир против. А вы такой маленький мышонок, который сидит в углу и думает: Господи, спасите меня отсюда, вытащите меня. Вот. И, ну, я поделилась этим со своим начальником, и первая как бы стадия была написать на бумажке. Это, кстати, очень важно, ну, очень такая классная тема, вот спасибо этому человеку. На бумажке написать, вот прям выписать все, что вы делаете каждый день. Список у меня был большой, то есть такие 2 листа А4 с разных сторон. И в первую очередь мы пытались понять, что я делаю, зачем я это делаю, и нельзя ли это кому-то делегировать. Вот. В принципе, если бы я этот момент отследила раньше, возможно, мне бы этого хватило. То есть не обязательно уезжать куда-то, там все бросать и так далее. Можно просто подумать над тем, что вы хотите делать, что вы можете делать, а где нужно доверять. Ну, то бишь делегировать. Вот. Но мне это не помогло. Где-то через месяца 2 я опять столкнулась с тем, что, блин, все, опять я просто ничего не понимаю. Вот эти полумеры для меня просто не работают. Вот. И тогда я уже задумалась о том, чтобы просто взять отпуск, ну, подлиннее, чем месяц. И я не знала, что с этим делать. Скорее, даже не отпуск. Я думала, может быть, нафиг уволиться, да, и подумать об этом, посидеть на диване. Вот. Я была готова к разному развитию событий. Ну, уволиться — это так себе, мне кажется, вариант. Это просто решит какое-то временное. А, Вот, и как ты начала вот вести переговоры с руководством по поводу своего длительного отпуска, как это все происходило? Я, Эм, честно говоря, вот не могу сказать, что я там начала вести какие-то переговоры. Оно все складывалось вот один за один. То есть я как-то вот помню, мы были в каком-то походе, я смотрела вот на это заходящее солнце и подумала, это было лето, вот закончится лето, возьму отпуск и просто не буду возвращаться в эту страну до Нового года. И мне так щелкнуло в голове, а потом, а как? Ну, подожди, а как это сделать? Что, он-то уволится? Муж, например, вот, ну, у нас все хорошо, но он, например, не хотел бы уехать так на несколько месяцев. То есть для него очень важна его работа, его деятельность, то, что он делает. И вот так вот все кинуть и в неизвестность уйти — это нет. Ну, знаешь, мужское, как бы, кормлю семью, вот это вот все. И, ну, а, не в моих интересах говорить: не надо семью кормить. Надо. Вот, поэтому для меня вот эти вопросы, а что с этим делать, с моим вот этим желанием, они были нерешенными. Но просто однажды в разговоре с начальством я так вот брякнула невзначай: а нельзя ли вот взять отпуск, только не как обычно, а побольше? И начальник мне такой говорит: можно. И вот в тот момент у меня просто перевернулся мир. То есть как, что значит можно? То есть, Что так можно да, было? что так можно было? Можно было не страдать, можно было там не изводить себя, можно просто было попросить, и Вселенная исполнит твои желания. Ну, действиями другого человека, но как бы да. Вот. И в тот момент я в смысле можно. А насколько можно? Она говорит: а сколько ты хочешь? Я так: подожди, это как? Вот, на самом деле, в этот момент, вот как я говорила, мышка, которая забилась в угол, она просто поняла, что ага, я могу вот в это вот все, я могу выбрать. И это была большая неспособность выбора, потому что мы привыкли загонять себя в какие-то рамки. То есть если нужно выбрать, там, не знаю, синий и желтый, мы выберем там какой-то цвет. А если тебе скажут: вот, возьми любое, и вот здесь, ну, это сложно, потому что здесь ты выбираешь вот прямо изнутри, а не из каких-то предложенных вариантов. И я, наверное, еще где-то вот несколько недель варилась в этом всем и думала, что мне с этим всем делать. Вот. Я помню, тогда мы еще, знаете, вот это был 19-й год, когда не было ковида, можно было ездить, и мы на выходные погнали там к друзьям в Амстердам. И там жена друга мне просто говорит: ну слушай, так это нормально. У нас, говорит, в стране, да, можно просто прийти, взять отпуск по причине выгорания, и тебе начальство обязано его дать. Но это не просто как бы отпуск, это отпуск, и ты занимаешься с психотерапевтом. Ну, в принципе, Оу. неплохо. Мне кажется, это, наоборот, даже хорошо. Вот. И ты можешь взять этот отпуск на 3 месяца, на 6, на год. По-моему, там где-то вот год этот лимит. А потом ты возвращаешься на свое рабочее место. И вот это тоже было для меня большое откровение, что, ну, если хочешь, делай. Можно по-разному. Вот.
Ну и тогда я уже пришла к таким более предметным вещам. Мы поговорили о том, что, ну, так, мне хватит примерно 3 месяца, наверное, больше не надо, мне и самой было стрёмно, а что же я буду делать 3 месяца, я привыкла быть всегда занятой. Вот. Ну, решили как-то так. Вот, я оформила все бумаги и улетела в отпуск. Мы изначально планировали поехать в отпуск с мужем, с друзьями. Я просто решила, что я просто не полечу обратно, я останусь там. Вот. Билет был в обе стороны, потому что так было дешевле. Ну и это на самом деле психологически очень клево сыграло, потому что я знала, что у меня есть, если я захочу скипнуть, у меня есть возможность. То есть если я забоюсь, если я там заболею, я всегда могу вернуться в Минск. Вот. Но ты не скипнула. Ты приняла решение остаться и продолжить свое вот это маленькое начинание. Да. Как это вот произошло вот в тот момент, что ты вот для себя там говорила или еще что-то, что все, я молодец, я двигаюсь по своей цели, и я остаюсь одна, и нет? Не-не-не-не-не. На самом деле в тот момент, когда я осталась одна в Азии, было очень сложно, потому что муж уже улетел, а мне на следующий день надо было из этого города улетать тоже. Я очень боюсь летать на самолете. Ну, то есть вот представьте, человек, который боится летать на самолете, ездит в путешествие по Азии, где, в принципе, надо летать на самолетах. И я просто думала, что я там помру. Я собрала вещи, побежала, начала вызывать такси, чтобы тоже улететь в аэропорт, но, как назло, такси не ловились. И я тогда позвонила мужу по вайберу и говорю, блин, все, я не знаю, что делать. А он уже прошел границу и говорит, ты не успеешь. И вообще, если ты себе это придумала, ну, значит, тебе это надо. И я тогда себя просто уговорила вернуться в гостиницу. Я с нее выселилась, а потом сказала, а я вернулась. Ну, девушки посмотрели на меня, ну, какая-то ненормальная белая, и все. И я осталась. У нас Вот. тут зрители пишут, что по закону можно только на 2 месяца отпуск брать. Как вы этот Я бы не момент сказала, что решили? моя контора нарушала ТК РБ, но я его не читала, да, вот киньте пруфлинку. Но, по-моему, вот, отпуск за свой счет можно брать и больше по договоренности. То есть ты взяла за свой счет, получается, Да, дальше? это было, конечно, за свой счет. То есть отпуск, я там уходила в отпуск, месяц у меня был именно оплачиваемый отпуск и 2 месяца за свой счет. Вот как-то так. То есть не работаешь, не получаешь деньги, все честно. Класс. Кстати, друзья, у нас за лучшие и активные вопросы есть маленький подарочек от Java Community. Это брендированный флисовый пледик с вышивкой MGC, который согреет вас во времена, когда отключат отопление. Вот. Поэтому не стесняйтесь, активничайте. Оля в конце выберет самый... Еще раз показать? Да, пожалуйста, конечно. Шикарный, между прочим, пледик, теплый, флисовый. Посмотрите, какая вышивка. Очень мягенький. Очень мягенький. Цвет Оля подарит вообще самому потрясающий. лучшему вопросу, поэтому активничайте. Действительно, ну, грядут майские холода. Не стесняйтесь. Вот. Окей, давайте тогда вернемся к вашему путешествию и расскажи, может быть, зрителям подробнее, в каких ты странах была, с чего у тебя началось, про свои планы, про построение маршрута. Это тоже очень интересно. Да. Ну, в итоге я за свое путешествие посетила 3 страны или 4. Смотри, как посмотреть. Это Китай, потом Тибет. Ну, это часть Китая, но все-таки я воспринимаю как отдельную сущность. Индия 2 раза, ну, по чуть-чуть. Мьянма и Непал. То есть 5 стран. Вот. Так обсчиталась слегка. Да, но что-то я там не посчитала. Вот. Ну, начинали мы с Китая. Это не то чтобы самая лучшая страна в мире, но у меня тоже была такая мечта посетить Тибет. И мы занимаемся велотуризмом, да, кто не знает. С мужем и с друзьями мы ездим вот на велосипедах по разным странам. То есть это нормально для нас. Вот. То есть мы берем велосипед, пакуем его вот так вот во все, делаем его плоским, сдаем в багаж, берем с собой в самолет, потом распаковываем, и хоба, у нас есть велосипед вместе с рюкзаками. И мы уже ездим.
Мы так и ездили в Норвегии, в Португалии, где еще там по северу Индии, в Гималаях. То есть для меня это знакомая среда. Вот. И мы думали вот в Китае по Восточному Тибету, который открыт для иностранцев, тоже прокатиться. Вот. И я, муж и двое наших друзей, у нас был такой общий маршрут. Вот. Но случилось так, что я туда не попала. Почему? Но это связано с выгоранием, с нашей любимой темой. Дело в том, что если вы долго будете мучить свою тушку, она вам скажет: я хочу спать. То есть только вот, знаете, бывает такое вот: я сейчас уезжаю на 3 месяца, мне надо завершить все дела, закрыть все проекты на работе, мне надо там, не знаю, разобраться с банками, разобраться еще с какой-то фигней, все сделать, все, вообще идеально, тип-топ. А потом, когда ты уже едешь в аэропорт, ты чувствуешь, как у тебя немножко вот так вот голова. То есть тело, которое поняло, что его больше не будут мучить, оно просто сдало. Ну, то есть мы летели, в Абу-Даби температура была 38, в Ченду 39. Потом начались вот эти все приколы с кашлем, слабостью какой-то. В общем, мы шутим, что я переболела ковидом до того, как это стало мейнстримом. Ты, короче, была нулевым пациентом просто ковида. Скажи честно, признайся. Может быть. Ну, кто знает, да. Ну, я так, конечно, не считаю, потому что это был октябрь 2019 года, и еще про ковид никто не говорил, даже в Китае. В общем, у тебя просто организм сдал, и случилось физическое перенапряжение. Да, просто вот он понял, что ну куда тебе сейчас поход, горы, вот это все. Ну, вы же понимаете, это большая нагрузка, крутить педали, потом рюкзаки вот эти вот тащить на велосипеде, а плюс еще и в высокогорье. Ну, это должна быть хорошая физическая подготовка. Вот. Но мы с друзьями были абсолютно автономны, у них было свое снаряжение, у нас свое, ремнобор, горелки, вот это вот все, что нужно для туризма. Мы их отпустили просто, и ребята, ну, если что, мы вас догоним. Отлежусь немножко, это, знаете, это такое, типа, если это простудка, я просто полежу пару дней в гостинице, а потом мы вас на автобусе догоним. Присоединимся где-нибудь с какой-то частью маршрута. Вот. Ну, мы полежали пару дней. Китай в эти дни был просто кошмаром, то есть у них там было 70-летие Китайской Народной Республики, ну, вы понимаете. Это такой праздник, такой вот. Все население ликует, радуется. Ну и вообще у них это практически единственные такие вот государственные праздники на 10 дней. То есть китайцев много, гостиницы забиты, мы не могли найти себе жилье толком. Вот. Посидели пару дней, потом рискнули поехать в горы. Там мне стало просто еще хуже. Ну, кто ходил в горы, тот знает, акклиматизация, то есть если ты забираешься сразу высоко в горы, а мы на автобусе там до 2400 поднялись, и вся моя простуда превратилась просто в кошмар. То есть это постоянный кашель, даже немножко с кровью. В общем, прикольно. Вот. На тот момент мы лежали в гостинице, жутко прокуренной и дорогущей, все, что мы смогли найти, ну, праздники. Вот. И просто понимали, что ни в какие горы мы сейчас не поедем. Уже прошла неделя, когда я пытаюсь отлежаться. Вот, и надо что-то делать. Ладно а еще вот у мужа отпуск, и он полностью похеренный получается. Он бегает, значит, по Китаю, пытается купить мне таблетки от кашля. Мы не знаем, что лечить, вирусный, это бактериальный кашель, вот это вот все. Я гуглю, я ничего не понимаю. Он бегает, кашляет на аптекаре, потому что китайцы нас не понимают. В общем, это такая веселуха. И мы лежим в этой гостинице и понимаем, блин, куда, что делать? А где в Китае море? Вот, посмотрели, море есть. Вот. Спустились с гор, собрали одну сумку и оставили велосипеды в хостеле, там на заднем дворе, и улетели, билет в одну сторону на море. Так что организм, если он захочет отдохнуть, да, а вы ему не даете, он в какой-то момент вам это устроит, и вам это не понравится. Вот, поэтому такое было море, когда ты сидишь на море, давишься слезами и думаешь, блин, сейчас должна сбываться мечта моей жизни. Я должна ехать в горах, в Гималаях, в Тибете. А я сижу на этом гребаном море с какими-то китаёзами, с русскими. Там же русские, это Санья, китайский курорт, куда приезжают из Владивостока, Иркутска и всякое такое. В общем, врагу не пожелаешь. Но море было классное. Оно там вообще, оно желешка. Это самое теплое море в моей жизни. Вот. Ну и там я потихоньку оклемывалась, и, конечно, ситуация была очень стрёмная, потому что я понимала, что если я не выздоровлю, ну куда я дальше поеду? Никуда. Ну да. А дальше у меня запланирован был тур в Тибет, уже именно Тибет, который закрыт для иностранцев, там пермиты, там оплаченный тур, группа, ну, по-другому там не пускают.
И я понимала, что это сейчас сорвется. Вот. Поэтому я сидела тихонечко и, не знаю, посылала там, как это вот, у каждого Вайбы да, у положительные. каждого по-своему. Кто-то молится, кто-то со Вселенной разговаривает. Это можно назвать по-разному. То есть вот мой такой отпуск, который должен быть чисто таким, знаете, физическим. То есть пойти отдохнуть, поразвлекаться, он превратился в какое-то паломничество, потому что я сразу задумалась вот о духовных материях. Пропустит меня Вселенная или нет? А может, не пропустит? А что же для этого нужно делать? И я уже, да, там выравнивала свое состояние, медитировала, как-то разговаривала с богами, чтобы, ребята, а можно хотя бы туда? Ну, пожалуйста. Вот. Ну, из технических моментов просто, если бы я полетела в Лхасу на 3600 со своим кашлем, то меня бы оттуда, наверное, вывозили уже с этим кислородным какой-то Мешочки. фигней, да. В общем, это было очень стрёмно, и мы потом поехали, недельку отдохнули на море, у нас оставалось еще буквально пару дней, мы поехали в горы еще раз на самолете, полетели, 3 дня там посидели, чтобы посмотреть, помру я или не помру. Вот. Мы забрались где-то там на высоту Лхасы, 3800, посмотрели, что в принципе я могу дышать, мы там посидели пару часов, ну, на 3-й день там повышали высоту постепенно. Вот, посмотрели, что я могу дышать, скорее всего, все будет хорошо, и вернулись в Ченду, и все, на следующий день мы уже разъехались. Муж уехал, получается, в Минск, а ты осталась одна. Было страшно? Одной. По плану, да. Ну, по плану это понятно, но это все обсудили, ну, то есть как бы это на словах, а здесь как было? Здесь было очень-очень страшно. Ну вот я не знаю, почему это иррациональный страх. То есть скорее перед неизведанным таким. Ну как это я одна? Вот, что для понимания, Ченду — это такой райцентр в Китае, 16 миллионов жителей. Капец. И Райцентр. вот, да, райцентр, абсолютно. И ты сидишь вот в этом всем, вокруг тебя китайцы, которые ни бум-бум не понимают никак. Только телефон спасал, потому что там Google Translate, ты ему вот так вот подсовываешь, говори. Он тебе говорит, мне Google Translate что-то переводит. Не всегда это совпадает. Змея, собака, кусить. В общем, как-то так, да. В общем, было очень стрёмно, но еще был такой момент, что наши друзья еще, вот они тоже были. Они улетали в Минск, но на другом самолете. Они разные билеты мы покупали в разное время. И получается, они улетали позже. Мой муж улетел вечером, а с утра я летела, и они через пару часов после меня. Поэтому я их заселила в свою гостиницу без этого, ну, как это, нелегально. Вот. И мы поспали немножко и поехали вместе в аэропорт. То есть они меня посадили на рейс, по сути. Вот, потому что я улетала в 6 утра, а не в 9, поэтому мы спокойно дошли до контроля и все, и распрощались. То есть меня как бы держали до последнего. И это очень здорово. Я не знаю, как так получилось, но это офигенно большое везение. Окей, вы попрощались, ты села в самолет. И все, я летела одна. Это был пустой самолет, 10 человек, Тибет. А там меня уже встретила группа, гид, ну это же как бы Тибет, там тебя вообще не пускают одного, пока там тебя не оформят везде. Вот. Там меня встретил один чувак, потом другой чувак на машине повез к группе, и вот мы встретились с группой, и все, и мы сколько там, неделю, наверное, тусили. Вот. Было интересно, было вообще здорово. Я не жалею этих денег, которые были заплачены, потому что я выбирала агентство, которое это там тибетцы. Ну, то есть группа англоязычная, мне с русскими не хотелось связываться вообще, я просто посмотрела их программу по Тибету, это какое-то такое, не знаю, там, русское вот это вот стремление к совершенству. Ну, я не знаю, как это объяснить, но это что-то... Сразу очистить это? Да, это что-то такое, не знаю, что мне вообще, ну, кому-то заходит, но мне вообще не по духу, не отвлекалась, поэтому я нашла англоязычную группу, и где гид именно тибетец, не китаец, который вообще не бум-бум про культуру, а местный. Вот, поэтому я просто внимала каждому моему слову, это было очень интересно. Вот, и, конечно, это все дало вот такое спокойствие. Когда ты там, у тебя есть горы, у тебя люди, которые вот абсолютно спокойны. Чтобы понимать, у них же тоже какие-то проблемы, да, в политическом смысле. Тибетцы живут под пригнетом китайцев, вот, и Пемба шутил, говорит, вот мы проехали там 300 километров от Шигадзе до Лхасы, а знаете, сколько я документов показал по этим на блокпостах? Говорит, 21. 21 бумажку для каждого из вас. Вот. То есть там сурово все, эти пермиты, вот это вот все. Вот.
И это, получается, их реальность Да, это их повседневная. реальность, и он такой, ну, грустно шутит, говорит, ну да, эти китайцы, конечно, они вот такие, ну, что поделаешь, что поделаешь. Ну, там очень страшная ситуация на самом деле, то есть они, вот, допустим, блокпост, да, иностранцев проверяют, там смотрят, там в лица, в паспорта, и стоит такая вот грустная вереница тибетцев, которые вот с этими айдишками тоже предъявляют их. То есть на каждом шагу эти блокпосты, все должно контролироваться, и даже их главный храм Лхасе, там везде блокпосты на подходах, и каждый должен показать свой ID. То есть если вдруг какие-то беспорядки случаются, китайцы всегда знают, кто там есть. Не надо никого Мгм. ловить, не надо там никуда ходить, вот, все уже есть в базе. То есть там очень, конечно, люди живут в таких нечеловеческих условиях, но они сохраняют свой как бы моральный облик, и это очень здорово. Ну вот, это то, что, вот, наверное, нас сейчас держит. Не будем о грустном. Не будем, мы говорили. Да, Мы хотим поговорить о чем-то да, таком, да. да. Ну вот ты сказала, что ты в Тибете чувствовала спокойствие. Оно было все время или еще были какие-то чувства? Ну, потому что ты, получается, была одна, я так понимаю, первый раз в совершенно незнакомой стране, с незнакомыми людьми, и, ну, то есть тебе не с кем было поделиться. Что еще было, вот кроме... Ну, что еще там было из таких вот чувств? Мне, в принципе, хотелось быть в тот момент одной, и это было как бы не минус, а плюс. Так получилось, что я приехала последняя, поэтому я зашла в автобус, там уже все сидели, оставалась только лавочка вот в самом конце автобуса. Но автобус маленький, это не мазик на 40 человек, там буквально там 12 человек, по-моему, была группа, или 13, да, я была 13-я, доктор Хаус. Вот. И мне досталась эта последняя лавочка, и я там одна, в общем, залипала и сидела, мне не хотелось ни с кем разговаривать. Ну и где-то в конце я уже стала так более-менее общаться с ребятами, спрашивать, что вы, как вы. Вот, они мне что-то рассказывали. Но группа была такая, не поговорить. Мгм. Там была соседняя группа, которая ехала на Катманду, там были классные ребята, мы с ними много терли, вот. А моя группа это были гонконгские пенсионеры, экспаты из Канады. В общем, там мы говорили про еду. Это тоже было полезно. Ну да. Вот. Единственное, что когда мне уже надо было уезжать, вот это было все. То есть это вот такой край, когда я действительно остаюсь одна. И опять вот эти страхи иррациональные начали возвращаться, потому что мне лететь 2 пересадками, я сню какие-то страшные сны, и мне никто не может помочь. Никто рядом не сядет вот так вот за руку, типа, ну что ты это, ну на самом же деле, ну самолет самый безопасный вид транспорта. Вот. Ну, было очень страшно. Я даже какие-то писала посты в Инстаграме, там, ребята, помогите, что мне делать? Ну, немножко шмотала. Но очень сильно держала то, что если я задержусь в Китае, то я нарушу там визовый режим, и тогда может случиться что-то более страшное, чем полет на самолете, поэтому я все-таки улетела оттуда. А перед тем, как продолжить дальнейшее путешествие Оли, мы немножко прервемся на вопросы. Вопросов, кстати, достаточно много. Все хотят пледик. Это Обалдеть. понятно, да, пледик клевый. Вот. Вот интересный вопрос. Ольга, а почему выбор пал на Восток? Что тебя туда звало? Мне всегда нравился Восток. То есть это не то, что такое я сижу в Минске и, ага, где я еще не была на земном шаре, поеду-ка я на Восток. Ну, я туда попала еще в 2015 году, когда мы в Непал поехали первый раз, потом еще раз, в общем, в Индии были. И я просто понимала, что это какая-то моя недоисследованная область, и если уже ехать куда-то в большое путешествие, то это именно туда. Ну, мне близка эта культура, мне близка тибетская культура, буддийская культура, мне близко их отношение к жизни. Я оттуда всегда возвращаюсь просто вот с таким, знаете, попущенным состоянием, что ну вот все пофиг, ну зачем так серьезно относиться к жизни, ребята? Мы здесь очень серьезные, на самом деле. Там у людей другое отношение к жизни. Они живут в гораздо более худших условиях, но у них есть тотальное принятие того, что с ними происходит. Мы вечно недовольны. Ой, у нас там, не знаю, погода не та, начальник не тот, жена вообще, короче, а дети, это, боже мой. А в транспорте все толкутся. У них гораздо хуже. Ну, и эти проблемы тоже есть, понятное дело. Но у них другое отношение к жизни, и ты его впитываешь. И да, хватает ненадолго, конечно, там, на месяц-два после возвращения.
Поэтому, да, мне просто близка эта культура. Еще один вопрос. Если бы отправили в длительную командировку, что бы ты выбрала? Год на экваторе или год в Антарктиде? Наверное, в Антарктиде я плохо переношу жару. Хотя, слушайте, нет, в Антарктиде год. Это же, наверное, можно сойти с ума. Полгода, вот которые светлые полгода. Ну, там люди сходят с ума, на самом деле. Да, такое есть. Тогда вот, наверное, все-таки, да, вот если подумать, лучше потерпеть жару, как-то претерпеться и полететь на экватор, да. Еще один вопрос. Какое бы приключение выбрала? Подняться на Эверест или спуститься в батискафе на дно Марианской впадины? Так, Марианская впадина — это мое, это не трогай. Выбирай Эверест. Ну, ты знаешь, совпало, потому что, да, лучше я пойду на Эверест. Ну, то есть, на самом деле, я, скорее всего, ну, это если выбор такой, то мне лучше в горы. То есть где-то в глубине воды меня это скорее пугает. А в горах, ну, там то, что я знаю. Я сама поднималась уже до 5, там, 5,5, ну, нормально. То есть дальше, конечно, на Эверест нужна другая подготовка, другая техника. Но вообще Эверест — это самая простая вершина в мире. На нее можно пешочком зайти, не нужна никакие ледорубы, и никакая техника особо не нужна. Вот, Ну, поэтому... только 65 тысяч Да, долларов. только 65 тысяч баксов. Да, То есть, ну, ну, выбирайте квартиру или да. впечатление. Ну, подумаешь так. Вот. Типа, пойду, короче, возьму там, типа, схожу на Эверест. Окей, и еще вопрос. Как прошло возвращение к работе? Мы, естественно, про это расскажем, но чуть попозже. То есть не отвечать сейчас. Э, Да, не спойлери. Хорошо. Вот. Окей, ты улетела из Тибета. Куда? Я улетела в Мьянму. Почему именно в Мьянму? Я отвечу через 5 секунд. Просто насчет Мьянмы вот очень хотела сказать. Вот да, вот никто вот раньше не знал, где эта страна находится и что с ней происходит. Просто сейчас там идет война, там хунта захватила власть, и мне просто вот очень больно за этих людей, потому что они офигенные, они клевые. Вот. Поэтому не знаю, если у вас там есть какие-то там вайбы положительные, посылайте им, потому что у них уже 700 человек погибло в протестах, и это жесть. Вот. Повтори, пожалуйста, вопрос. Я прям расчувствовалась. Почему выбор пал именно на Мьянму Вот, в всё. тот момент? Ну, Мгм, то есть мы мгм. возвращаемся в Да-да-да. 19-й год. 19 год. В 19 году все было хорошо. Военная хунта, конечно, была, но вот были послабления. Там уже было демократическое правительство. Страну где-то лет 5 как открыли для туристов. А, Да, она была достаточно неизведанная, но я читала в интернете вот про нее какие-то картинки, цеплялась за это и стала изучать более подробно, и мне это очень понравилось. Мне понравилось то, что вот там есть. Там есть классные такие достопримечательности, древние, буддийские, ну, правда, по другой традиции. Но это тоже было очень интересно. Я дальше вообще смотрела как. Как мы говорили, да, это выгорание, это вот состояние, когда ты не можешь планировать свой отпуск. То есть вот это вот как-то спланировать маршрут более-менее с друзьями, купить тур, это было легко. Дальше я уже смотрела, боже, куда податься? И мне не хотелось ничего сложного. Я просто смотрела вот на этот треугольник на глобусе и думала, так, подождите, какие здесь правила? Таиланд — нужна виза, сложно. Камбоджа, блин, не знаю, не нравится, не откликается. Вьетнам — 15 дней без визы, а дальше надо получать визу, сложно. Ну, вот. Я же говорила, все было сложно в тот момент. А Мьянма не надо. Нужна электронная виза, ее всем дают, просто платишь какие-то деньги. И вот как-то оно совпало, что это легко. Ну, также я искала, на самом деле, одну возможность. Вот там я немножко, да, приложила усилий. Я хотела пройти такую штуку, как медитацию випассаны. Ну, то есть это такая техника медитации, курс на 10 дней, когда ты сидишь, медитируешь, не читаешь книги, не общаешься по телефону, у тебя нет никаких внешних раздражителей. И я просто смотрела, а где это можно пройти. На самом деле випассану можно пройти везде, даже в Беларуси. Только у нас не центр есть, но там есть вне центра комьюнити, то есть можно посидеть в белорусской деревне. То есть это не что-то такое, это можно в Европе, в России, центров много. Но я смотрела, где в том регионе. Но я же не полечу в Минск обратно на випассану, а потом обратно во Вьетнам. Ну что это такое? Вот, я смотрела уже, что так, чтобы это вписывалось в мои рамки, потому что там курс конкретный, ты должен записаться на какие-то даты. Ну, я посмотрела, что Мьянма меня целиком устраивает. Легко получить визу, близко от Китая, и плюс есть випассана там, где меня устраивает.
Вот. Ну, это все. И вот я решила, что будет Мьянма, значит. А дальше, я скажу по секрету, я дальше не планировала. То есть, уезжая из Минска, у меня дальше Мьянмы не было планов. Я не знала, куда я полечу. У меня был просто Google Doc, где я написала название страны, как получить визу, и все. Ну, чтобы понимать вообще, где там, что там. А думаю, и все остальное я решу потом, потому что я не могу. Ну, простите, все, хватит. Вот. Ну вот поэтому Мьянма. Но я думаю, наверное, будет всем интересно про опыт випассаны послушать. Да, наверное. Как это происходило, что вы там делали, потому что я думаю, что не все, может быть, знают, что это такое, и что у тебя получилось потом на выходе вот после всего этого интересного. Ну, скажем так, если вы не медитировали раньше, то стоит сказать, что такое медитация вообще. Ну, ты сидишь, наблюдаешь за дыханием. Это самая простая техника медитации. Есть такое, что типа надо очистить голову, надо убрать все мысли. Не надо этим заниматься специально, иначе мысли, наоборот, будут просто налетать на тебя. Ну, просто наблюдаешь за каким-то естественным процессом в теле, а это дыхание. Здесь, в Минске, да, я занималась йогой, я тоже немножко обучалась медитации у минских тичеров, и как раз-таки одна из моих тичеров посоветовала книгу Гоенка, автор, и она называется, не помню как, но что-то про випассану, может, основа випассаны, что-то такое. Там он рассказывает, как вообще медитировать. Ну, именно про эту технику. А Гоенка — это чувак, который как раз-таки родом из Мьянмы. Он жил в Индии, он популяризовал эту технику. У него были такие правила. Во-первых, по-моему, это единственное правило. Это должно быть бесплатно за донейшн. Ну и второе, он говорит, 10 дней как минимум. Старайтесь. То есть можно было скипнуть, если совсем никак, тебя там не запирают в клетку, ты можешь уехать. Но очень говорят, что давайте 10 дней, потому что иначе не сработает. Вот. И достаточно случайно, вот получается, я попала вот туда на випассану, именно в Мьянму, откуда родоначальник этой техники. Ну, надо понимать, родоначальник техники медитации, он жил 2000 лет назад, его звали по-другому, да. Но Гоенка — это именно тот чувак, который популяризовал эту технику вот в 10-дневные курсы, капсулировал, скажем так. Вот. Чем мы там занимались? Там приезжаешь в центр, тебе дают келью, она достаточно простая по условиям. В Европе, насколько я знаю, там все круто, все классно по условиям, но там было достаточно простенько. И ты день заезжаешь, знакомишься со всеми, можно разговаривать, можно делать все, что хочешь, а потом на следующий день все, тотальное молчание. Там такие правила: не разговаривать, не встречаться взглядами ни с кем из сокурсников. Разговаривать можно только с девчонками, которые по хозяйству, там, не знаю, мыло закончилось. Вот. И с учителем, если не понимаешь технику. Вот. Учитель, могу сказать, что она была мне очень полезна, потому что она плоховато знала английский. Вот. А так, получается, с утра подъем, во сколько? В 4 утра подъем, с 4:30 до, по-моему, 6 первый сит. То есть мы приходим в общий холл, садимся, медитируем. Потом завтрак, потом опять медитация, потом свободное время там на постирушки какие-нибудь, там где-то 2 часа, это достаточно много. Потом опять медитируем, потом слушаем лекцию, которую она идет в записи, там Гоенка вещает. То есть это одинаково во всех центрах. Он всегда рассказывает про технику. Потом еще одна медитация, и в 9 отбой. Вот. И так 10 дней. И ты находишься в замкнутой территории на женской половине, либо если вы мужчина, то на мужской. То есть не пересекайтесь с людьми другого пола, не общайтесь ни с кем. У тебя забирают телефон, книги, но это все на совесть, скажем так. Я сдала телефон, но я оставила такой второй телефон, который кнопочный. И иногда писала смс-ки, что меня тут еще не съели. Вот, книги я сдала тоже, но я не сдала тетрадку. То есть я там иногда что-то писала. Вот. Это запрещено, потому что техника идет в том, что вы должны убрать все умственное, всю умственную деятельность. Вот. Мне где-то минут 15 или 5 я писала в день, потому что больше времени нету. Тебе там надо, не знаю, помыться, поесть, погулять, какую-то физкультуру сделать, потому что спина болит очень сильно. Мы все программисты, мы все сидим вот так, а теперь тебе надо сидеть вот так. Вот. Вот. Поэтому, да, было сложно.
У нас тут как раз по теме очень интересный вопрос. Если бы ты встретилась лично с Далай-ламой, какой бы вопрос ты ему задала? А я встречалась. О, интересно. Ну, это была, конечно, не встреча один на один, но я его видела вот очень близко, как вот не как тебя, а так 3 раза Мгм. умножить наше расстояние. Вот, это было на учениях в Риге, мы 2 раза ездили. Далай-лама не может приезжать в Россию, потому что его не пускает Путин, там какие-то свои теории. Вот, и поэтому учения для русскоязычных проводятся в Риге. Ну и мы ездили туда. Вот. Честно говоря, я не задала вопрос, но я помню, я тогда на учениях ходила с таким вопросом, как избавиться от страха. И, по-моему, он ответил. Вот. Ну, по крайней мере, я это считала. В учениях была такая фраза «страх, он лечится состраданием». То есть, когда тебе страшно, ты эгоист, тебе страшно. Вот ты летишь в самолете и боишься. А когда ты думаешь о том, что рядом с тобой 200 человек и тоже боятся, и ты начинаешь им сопереживать, и твой страх, он рассеивается. Ну вот такой был вопрос и ответ. Очень интересно. Друзья, не забывайте, пожалуйста, задавать вопросы. И еще, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал, потому что это очень помогает развитию нашего канала. Вот. И мы вас очень любим за это. Вот. Окей, возвращаемся к Янме. Ты прошла випассану. Что ты там делала еще, помимо медитации и молчания? И... Ну, потом я просто путешествовала как турист. Вот. После этого у меня был запланирован еще 2 локации. Это еще до Випассаны, на самом деле, я сначала в Мандалай прилетела, там потусила 5 дней. У меня был такой вот очень-очень slow travel. То есть в Мандалае там по всем путеводителям говорят 2 дня, не больше, скучный город. Я там пробыла 5 дней, и еще 2 перед вылетом, и мне было офигенно. Вот. Я просто ходила по храмам, они очень диковинные. Там просто вот, не знаю, были ли вы в других местах, но там храм, там сидит Будда, но он не похож на непальского Будду, тибетского, потому что он такой беленький, глянцевый, в этих лампочках, как новогодние огни. И это все сразу вызывало какой-то такой, боже, ну и трэш. А потом привыкаешь, и становится классно. Вот. И я ходила по этим храмам, ну, в основном потому, что в 6 часов в Азии темнеет, а дальше страшно. А в храмах всегда горит свет, там много людей, и я там тусила по вечерам. А днем просто таскалась везде по округе. Вот. Потом я съездила в Баган. Это такое культовое место блогеров в эпоху путешествий. Там, значит, такое большущее поле, дофига гектаров, старинные храмы, и можно взять либо велосипед, либо электробайк, покататься. Вот. И можно полетать на шариках воздушных. Я всячески себя там пыталась это... Ну, знаете, терапевтическое путешествие, я не жалела денег. Воздушный шар, поехала оформлять. Ну, вот. И классно, на самом деле, если бы я вот пожалела эти деньги, я бы, наверное, не увидела этого. Это круто. Полетать на шаре на рассвете, увидеть этих людей. Там, я помню, меня так просто вштырили вот эти вот... как их, пилоты воздушного шара, да? Ну, чуваки, которые управляют им. Там он приехал, я не помню кто, он такой говорит, это первый полет в моем сезоне. Капитан Стив, он уже такой пенсионер, такой седой. Он говорит, да, я до этого где-то был там, не знаю, во Флориде, еще где-то я летал, а в Мьянме, ну вот только сейчас вот стало более-менее как-то холодно, ну всего лишь плюс 35, вот, поэтому начался сезон полетов, я приехал в Мьянму, и он рассказывает, и я вот сидела, там еще вот была пилот второго шара, Трейси, по-моему, женщина, тоже такого преклонного возраста. И я думаю, боже, ребята, от вас слишком пахнет жизнью, так нельзя. Вы наслаждаетесь. Противные. Неужели так можно? Да-да-да, я смотрела на них, это просто другой мир. Мы здесь такие зашоренные. Вот. Возможно, это моя проблема, а вы тоже такие открытые, но для меня это было просто так, ребята, класс, это шикарно. Вот. Потом я еще поехала на озеро Инле, ну тоже инсталлокация. Это такая деревня на озере, там все стоит на сваях. Ну, потому что там озеро и болото. Вот. Взяла себе велосипед на прокат, каталась там, потом лодочника взяла на одну себя, то есть большую лодку на 5 человек, лодочника. Ну, это всего лишь $15, ребята, это серьезно. Вот. Я получала удовольствие. Съездила на винную
На винодельню, наверное. Наверное, да. Короче, там рос виноград и продавали вино. Мгм. Вот. Я приехала, и это был вот такой кайф наслаждения, когда ты берешь бокал вина, он запотевший, чистый. Там вино, оно просто офигенно вкусное. Я не разбираюсь в вине, но все остальное было классное. Вот. Я могу сказать, что где-то вот тогда, во-первых, прошел мой кашель наконец-то. Только вот тогда, под конец путешествия в Мьянме. И где-то тогда перестал дергаться глаз от работы. То есть до этого я даже во время випассаны вспоминала о том, что я где-то работаю, где-то остались люди, таски, контора и все остальное. То есть ты сидишь, тебе надо медитировать, а у тебя в голове вот это вот Дедлайн. все. Да, это Дедлайн. даже да, не столько дедлайн, я вообще узнала, боже, откуда в моей голове вот это вот все. То есть первые пару дней ты просто сидишь, охреневаешь от себя, потому что тебе надо вот эти мысли просто всех пропустить, и они тогда уходят. Но вот глаз, да, дергаться перестал только под конец путешествия в Мьянме. Тут еще пару вопросов подошло. Немножечко такой личный, на мой взгляд, вопрос. А не пробовали ли вы обращаться к хорошему психотерапевту? Не А, пробовала, потому что у меня не было такого опыта. То есть психотерапевта же надо сначала найти. Даже хороший, он может тебе лично не зайти. Вот, поэтому на тот момент не было такого, потому что еще один человек, искать куда-то, кому-то звонить, записываться, ходить на приемы, не-не-не. Вот, тогда у меня не было желания. А так, в принципе, терапия — это хорошая вещь, каждому человеку рекомендую. Не пробовала, но рекомендую. И вот еще второй вопрос про ламу, продолжение. Избавиться от конкретного страха или от всего? Ну, есть какие-то, да, конкретные страхи, но, по сути, любой страх, вот если так подумать, это страх смерти. Ну, вот, допустим, мы же боимся летать на самолете не потому, что мы боимся летать на самолете, мы боимся, что мы разобьемся и умрем. Если мы боимся какого-то там другого человека, ну, допустим, не знаю, соседа, который там неадекватно себя ведет, там в подъезде отпускает всякие штучки. Ну, я не знаю, просто пытаюсь натянуть сову на глобус, но все равно, получается, мы воспринимаем это как угрозу себе, а тело воспринимает это как угрозу физическому телу. То есть любой страх — это все равно вот страх смерти, поэтому их можно всех привести к одному знаменателю. И, наверное, очень серьезное. Окей. У нас как-то вообще такой немножечко уходит в глубокое. Стараюсь не Немножечко уводить русло. слишком глубоко. Не, вопрос интересный, классно, задавайте еще. Напоминаю, что у нас за классные вопросы от Оли будет классный пледик. Вот, и лайки. Окей, За у лайки меня... пледика не будет. За лайки пледика не будет, но за вопросы будет. У меня вопрос такой. Ты начала говорить, что ты вот после випассаны, после вот этой slow life в Мьянме начала чувствовать уже какое-то спокойствие. Ты, получается, научилась жить наедине с собой, вот научилась как-то вот более вот замедляться, и у тебя пошел процесс реабилитации, или как это назвать? То есть что было вот после випассаны и спокойных дней в Мьянме? Мне кажется, я начала наслаждаться жизнью. Я перестала решать какие-то постоянные проблемы и начала получать кайф от нее. То есть, когда ты катишься на велике, как я говорила, пьешь это вино, и тебе не кажется все это слишком сложным, да, ты по-прежнему решаешь какие-то бытовые вопросы, но они уже идут как-то мимоходом. Там же мне пришлось еще решить, куда я дальше полечу, и сделать визу, и полететь, в конце концов. Вот. Но это уже не пугало. У меня вот есть одна такая фотка, где я лечу из Мьянмы в Индию. Я выгляжу вообще просто как непонятно кто. У меня большущий рюкзачище, старая рубашка, длиннющая юбка до пят. И я вот в этом всем, значит, еду в столицу Индии. Но лицо, которое было там, оно вот самое счастливое, наверное, за поездку. Потому что появилась какая-то такая... А может, исчезла. Знаете, вот все вот, это не то, что мы что-то приобретаем, мы отсекаем лишнее. Вот эта вся перегруженность мозга, она просто ушла, и наконец-то можно было как-то на чистоту с собой разговаривать.
А по поводу одиночества, во-первых, ты всегда с кем-то общаешься. Там есть иностранцы, ты всегда с кем-то пересекаешься, болтаешь. И это классно тем, что надоело болтать, ушел от них. Захотелось поговорить, пришел. Ну, я одиночество переношу достаточно хорошо. Мне самой с собой интересно. Может, это повод обратиться к психотерапевту, но я еще так не считаю. Я тоже так не считаю. Это классно, когда тебе с собой интересно. Да. Ну, тут интересный вопрос как раз вот подходит. Не было ли опасения потерять квалификацию или отстать от рынка в тот период? Так. Не было. Дела звонят. Не было. Да, я сейчас не знаю, что сделать, как их выключить. Ладно, я думаю, что мне скоро перестанут звонить. Все. Прошу прощения, значит, насчет рынка и квалификации. Ну, 3 месяца — это не такой большой срок. Вот мы изначально тоже обсуждали о том, насколько бы мне взять этот отпуск, и звучали разные варианты, либо 3 месяца, либо полгода. Вот. Но мне кажется, полгода — это уже ощутимо, а за 3 месяца это все быстренько восстанавливается. И по секрету, когда я вернулась, ну, конечно, мне пришлось вливаться некоторое время, то есть неделю-две я вообще не понимала, что здесь происходит, а где-то так недельки через 3 я наконец-то поняла, что я снова могу втащить тяжелые, хорошие задачи. И я тогда поняла, что, ой, наконец-то, вот сейчас я вернулась. Вот. Поэтому нет, такого отстать от рынка не было. Мне кажется, если ты просто сидишь и выполняешь однотипные задачи у себя на проекте, в течение года или 2 ты уже отстаешь от рынка. Тут такая профессия, она очень динамичная. Если ты где-то просто годик ровно посидишь, то ты уже отстанешь. Вот. Поэтому этого бояться не стоит. Да. Хорошо. И вот мы возвращаемся в Мьянму опять, в 90-й год. Мы прошли випассану, мы погуляли, потом мы приехали в Индию. О работе мы думали или нет? Уже, вот после всего этого. Ну, честно говоря, оно, конечно, вспоминалось иногда. Что же за настырные люди? Вот, вспоминалось иногда, но уже без такой болезненности. То есть я уже не прокручивала в голове вот эту вот всю работу, и как оно там без меня. Ну да, я понимала, что я где-то там на работе, я вернусь и буду работать, но оно уже не возвращалось каждый день. Вот. Там еще дальше был интересный момент, то, что я сначала говорила так начальству, ну, от меня этого не хотели, я говорила. Значит, 2 месяца я отдыхаю, а 1 месяц я беру работу удаленно. А начальство на меня смотрело и думало, ну зачем тебе работать удаленно? И я понимаю, что это классно, потому что удаленно мы уже наработались за последний год. Вот, если бы я спойлерю. Вот, я должна была работать удаленно. То есть это, не должна была, это был мой план, что я буду работать удаленно. Я попробую, каково это сидеть в Азии и работать удаленно. Это наша мечта вот раньше всех подряд. Дауншифтинг. Да, всех таких дауншифтеров, которые там с берега океана, либо с каких-нибудь джунглей пишут код. Вот. У меня, опять же, не было плана сильного, у меня даже не было ноутбука. Ну, то есть у меня был, но такой старенький, я бы его не потащила, 3 килограмма этих. И когда я вылетала, я была без ноутбука, я думала, либо я заскочу в Сингапур, куплю ноут, но я думала, я полечу после Мьянмы во Вьетнам на морюшко, заскочу в Сингапур, там же как бы дешевле, можно купить нормальный ноут. Вот. Но так как я передумала, меня занесло абсолютно в другую локацию. Я полетела вместо юга на север. Я не знаю, может, потянула ближе к родине. У меня просто в Непале живут друзья. Они там действительно уже живут, и они уже года 3 не возвращались к себе в страну. Вот. И мы так переписывались, ну, может, заедешь, может, заскочишь. И я подумала, а что бы не заехать? Поживу в Катманду, вот, поживу где-нибудь в Покхаре. Я знаю эту страну, я там была 2 раза, там друзья, там безопасно. Вот. И мне уже как-то начинало надоедать немножко мотаться. Мне хотелось где-то осесть на одном месте и пожить. Вот. Мы там сделали чуть ли не спецоперацию. Моя подруга ехала в Индию с тургруппой, духовный тур там, и мой муж купил ноутбук в Минске, передал с подругой, она его 2 недели с собой таскала по своему туру и передала его мне. То есть я заехала в Индию на 2 дня, чтобы взять ноутбук. Я думала еще в Индии съездить, знаете, этот город мертвых, Варанаси, там, где жгут трупы. Да? Да.
Это нормально на этом стриме говорить. Вот. Но на самом деле тогда у меня как-то переклинило в мозгу, подруга улетела, я поняла, что я не хочу оставаться больше в Индии. Я в Мьянме, это безопасная страна, я такая расслабленная была, а в Индии так нельзя. Там, особенно если ты женщина, которая путешествует одна, там надо быть начеку. Ну, то есть не обязательно с тобой что-то случится страшное, но там надо, знаете, вот так вот лишний раз оглянуться. А мне этого не хотелось. Поэтому у меня был билет из Варанаси в Катманду через неделю, но я просто психанула и взяла билет, там, не знаю, на следующее утро в Катманду. Вот. А тот билет я потом сдала. Мгм. Вот. То есть я передумала и прилетела, я вот была уже в аэропорту в Трипхуване. Ну, то есть для понимания, Непал очень попущенная страна. То есть если везде на погранконтроле написано «не доставайте телефон, не снимайте», то в Трипхуване на столбе написано «free Wi-Fi». Вот. И там я позвонила, говорю: ребят, я приехала. Они такие: ну офигеть теперь, ну приезжай. В общем, меня встретили там на мотике, и мы просто 3 дня разговаривали о жизни, обо всем. То есть я вот как-то так вот, мне захотелось осесть в тот момент, и я это сделала просто на неделю раньше. То есть я убрала, наоборот, какую-то авантюру. То есть мне нужно было все-таки провести это время как-то ровно, а не шугаться каждого индуса в Варанаси. Ну, то есть, несмотря на то, что это моя мечта жизни, и, возможно, сейчас этот коронавирусный мир, я туда больше никогда не попаду, но я о своем решении не сожалею. Вот. Окей. В Катманду ты приехала, ты решила не работать. Ну, я, наверное, поспойлерила уже немножко, да, Да. что случилось так, что... И вот это был, знаете, такой очень важный маркер выздоровления, когда ты принимаешь решение, которое идет вообще у тебя изнутри. Потому что когда на тебя слишком навалились проблемы, ты за этими проблемами не слышишь себя. А в Катманду была очень интересная ситуация. Мне друзья помогли снять квартиру. Хорошая, теплая квартира, ну, с учетом того, что в Катманду зимой плюс 17, а ночью плюс 10, наверное. В общем, холодно там, туда не едут на зиму. Вот, квартира была классная, теплая, удобная для работы. Вот, ноутбук у меня был, я даже скачала себе какие-то уже рабочие репозитории, начала готовиться к этому всему. То есть я прилетела раньше, у меня было время. А потом я такая иду, и там возле дома стройка какая-то, пыльно, шумно, и мне все мешает. Я понимаю, что я не хочу этого. Я не понимаю, что мне мешает, но мне здесь не нравится. И я не понимаю, что случилось. И я там болталась пару дней, и пошла там, есть один храм, достаточно важный в Катманду, он на горе находится. И ты сидишь на этом храме, смотришь на всю долину Катманду и думаешь, что мне сейчас мешает? Почему я нахожусь, не знаю, в самом прекрасном мире на Земле, где сбываются все мечты, почему мне плохо? Ну, я не понимаю, да, где вот это недовольство? И в какой-то момент я понимаю, что, что мне нужно убрать? Работу. Вдруг мне становится так офигенно. И я понимаю, что ни пыль мне не мешает, ни шум, ни холод, ничего. Мне просто мешает эта необходимость сидеть, что-то хрячить. Простите. Вот. И в тот момент я такая понимаю, что вот это было как то откровение, что погнали, значит, от отпуска до Нового года, но не знаю как. А здесь такое, убираю работу, но пока что не знаю как, но я это решила, и это все, поезд ушел, дальше осталась только реализация. И я начинаю всем писать, пишу подруге, она горный гид, говорю, как ты думаешь, если... И один момент, у меня такой вот сразу мысль, а что же я буду делать тут целый месяц? Я не хочу никуда лететь, я устала от дороги. Короче, там чуть-чуть левее, вот если смотришь из храма, там видна Гималайская гряда. Да, вот, даже если она была не видна, там пыльно, просто смог в Катманду в декабре. Но я знаю, что она там есть. И я поняла, что я пойду в горы. Пишу подруге, говорю, а что ты думаешь насчет того, если вот я одна пойду в какой-нибудь простенький трек? Она говорит, а что, у тебя есть опыт, у тебя есть акклиматизация, ты же была в Тибете месяц назад, пройдешь. Пишу мужу, по-моему, дальше. Что ты думаешь, если я пойду в горы одна? Я не знаю, что он там делал, наверное, был фейспалм, и там женщина. Ну иди, что я тебя буду? 6 тысяч километров, я тебе скажу нет. Вот, сказал, вдруг. окей, бери, но только не жить там денег на интернет. Там надо покупать интернет в хостелах, ну, то есть будь на связи. И уже потом, последним делом, я уже пишу начальству и говорю, слушай, ты был прав. Можно, короче, не буду работать. Точнее, там даже не было можно, там было такое, мне нужно еще. Вот.
Ну и все, окей, там начальник посмеялся, говорит, ну я так и знал, вот. Ты вот вначале говорила, а что, так можно было? А сейчас мне нужно. То есть Да, это да, да, вот да, уже да. получается такой Когда ты уже четко знаешь, что тебе нужно. рост, да. Да, да, да. И ты спокойно это решаешь, то есть ты себе это позволил, и ты спокойно это реализовал, нет никаких проблем. На самом деле самые главные решения, они принимаются в голове. Когда ты думаешь, ой, я не могу, потому что у меня такие, такие, такие обстоятельства, ты себя врешь. На самом деле, впервые сразу ты позволяешь это в голове, а потом ты начинаешь искать реализации. А когда ты не можешь позволить себе это в голове, у тебя будет куча просто всяких вещей, которые тебе мешают. Вы знаете, это не, как-то вижу цель, не вижу Не вижу препятствий, да? препятствий. Это ж не потому, что их нету, потому что когда ты четко видишь цель, ты препятствий не видишь. Они есть, но они тебя не волнуют. Вот. Поэтому вот я бы считала это таким маркером выздоровления, когда я не пошла против себя. Ну, знаете, как на работе бывает, ой, что-то это простыло, но проект, отдел, нет, я, короче, нафигачусь всякими порошками и буду работать. Вот. Или еще что-нибудь такое. Ну, когда ты идешь, там, переступаешь из себя и делаешь себе что-то во вред. А в тот момент нет, есть я, есть моя потребность, а все остальное пускай подстраиваться. Вот. Я не знаю, может, это эгоистично, и я очень переживала, потому что я подругу подвела, которая мне квартиру сняла, девушку вот эту, которая мне ее сдала. Ну, я ей там неустойку какую-то выплатила, сколько сама чувствовала, ну, больше, чем она попросила. Вот. Мне казалось, что я так вот всех вот обманула и ушла. Но на самом деле, мне кажется, это нормально. Есть просто люди, у которых вот меня немножко раздражают, с которыми ты говоришься, они потом такие, слушай, я не могу. Ну вот в моем мире, если ты пообещал, ты делаешь. Поэтому для меня было сложно переступить через себя. Ну, как через себя, через свою эту дурную установку. Потому что иногда, да, иногда это обещание, его надо выполнить, различные ситуации. А есть ситуации, когда тебе нужно выбрать себя. Вот. То есть для меня это был такой большой вот скачок. И знаете, такое, когда ты что-то решил, то у тебя прямо вся вселенная идет навстречу. Я когда слышала эту фразу, когда давно, я думаю, ну, ребята, ну вы гоните, ну как так может быть? А потом я поняла, что это именно так работает. Вот. Ты решаешь что-то, а потом все обстоятельства начинают так брать и подстраиваться под тебя. То есть начальство соглашается пустить в отпуск, появляются нужные самолеты, транспорт и люди. Вот. Я решила пойти в горы, и мы буквально на следующий день с друзьями, они там ехали по работу в Покору, сели на автобус, и с автобуса они вышли, пошли на офис на свою работу, они гиды, у них непальское агентство. Вот. А я пошла, купила себе пермит, я знала, где там пермитник, ну, офис, который выдает разрешение в горы. Купила там себе недостающую снарягу, мне нужна была куртка, по-моему, теплая, шапка, и все остальное у меня уже было. То есть у меня были ботинки, которые в Китае после похода, они такие прям вот развалились. Я думала, я их там оставлю, потому что я дальше полечу во Вьетнам, морюшка. Но какая-то жаба меня задушила, я их не выкинула. И они мне пригодились. Я в них прошла еще вот этот вот поход. Горелочка еще была такая, 40 грамм. Мне ее муж оставил, ну, типа, ну, на всякий случай возьми. Я думаю, зачем мне горелка? Ну, зачем? Потому что Я я же в буду горы пойду. работать в Да, Непале. да, потому что я в горы пойду. Конечно, никто это не знал, я это не планировала, и это просто случилось. Там в горах, помню, была такая девушка, она говорит, ну уж, она непальская туристка, говорит, я не планировала этот поход, он просто случился. И я поняла, что вот она. То есть рано или поздно в Азии с тобой начинает что-то случаться, а ты идешь в потоке. И это вот как раз-таки случилось. То есть страна просто перевернула все планы сверху, вот, с ног на голову, или наоборот, или с дна на куда-то в другое место. Ну, в общем, это было здорово. Да, я ушла в горы, я там шаталась 1-2 недели. Хотела 3, но погода испортилась, я спустилась. Ну, то есть у меня хватило опыта и ума, чтобы не полезть. Там была самая интересная такая часть трека, безлюдная, но там был циклон. Я знала прогноз погоды, что будет большой снег, и действительно был очень большой снег, несколько дней шел. Там монахи в Тенгбоче катались на лыжах, то есть это очень было незапланированное действие, то есть налетел какой-то циклон из Пакистана, и, наверное, если бы я пошла в тот трек, там бы было очень тяжко. Ну, я спустилась, и лишнюю недельку я просто пожила, там есть такой курортный город, озеро, там теплее, чем в Катманду, и вот эта неделя, наверное, мне запомнилась больше всего. Ты поднималась в базовый лагерь Эвереста?
Нет, не Эвереста, а Напурны. Анапурны? Это другой как бы локация. И чтобы подняться в EBC, ну, в базовый лагерь Эвереста, ну, там нужно 2-3 недели тоже. Ну, и мы туда уже ходили раньше. Вот. И там достаточно сложный трек, там надо много идти, долго забрасываться, либо на самолете, либо на маршрутке 2 дня. Много-много идти, там более высотное все. Ну, стремновато одной. Я бы не советовала одним ходить в горы, но вы понимаете, хотя бы вдвоем. Соло по горам — это не очень хорошо, я это не рекомендую. Поэтому я сама пошла, во-первых, в популярный трек, но там не было толп народа, потому что был уже не сезон, декабрь — это не сезон. Но там все равно были люди, вот, и я там одна не оставалась. И там легко добраться и выбраться. Буквально день, даже полдня, и ты в Похоре сидишь, короче, чилишь, коктейльчики пьешь на озере. То есть, если что, медпомощь туда близко, быстро добирается, и ты сам можешь легко оттуда выбраться. Вот. Страховку я тоже делала. То есть, изначально я делала вообще на все путешествие страховку, там, по-моему, 106 дней выходила, то есть повышающий коэффициент какой-то на все страны Азии. Но эта страховка как раз-таки, по-моему, не покрывает активный отдых, то есть горы. Если что-то случается, эвакуационный вертолет они не оплатят. Поэтому муж еще ходил в Благострах отдельно на вот эти вот 3 недели, меня страховал по повышенной программе. Вот, поэтому все четенько. Класс. Мы там видели, спасали одного чувака, эпилептик, значит, он тоже поперся в этот трек один. Вот. Он сначала с гидом прошел большой трек и решил в этот маленький сходить. Ну, упал с тропы, разбил голову, эпилепсия усилилась. Ну, то есть, если бы он просто был здоровый и упал, ну, травма головы была бы. А так у него еще эпилепсия, потеря сознания, памяти, все, он уже был никакущий, и мы просто искали его паспорт, телефон. Я была девочкой, которая на телефоне звонит там везде, всем людям, связывалась с семьей, семья связывалась с страховой, страховая связывалась со мной. Там меня разбудили ночью: мэм, вам звонят из Катманду. Как вы думаете, Кристофера нужно срочно эвакуировать? Я говорю: бляха-муха, да. Он уже не это, он уже не бум-бум, он уже не ходит, не говорит ничего. Вот, поэтому, если что, да, это вот нерекомендуемый способ, хотя бы там 2 человека, ну, либо, если вы знаете тот регион, если вы знаете горы, а я как бы, ну знаю, я ходила. Мы ходили. Вот, поэтому для меня это не был риск, это было нормально. Вот. Конечно, если вы в горах не были, не надо туда идти, нет там просветления. Там голодно, холодно. Вот. Но просветление тоже есть. Ну, не для всех. Окей. Еще пару интересных вопросов. Как раз мы остановимся в горах, на интересном месте. Оль, если бы выбирала, где родиться в следующей жизни, что бы это было за место? Ох-ох-ох. А я бы не выбирала. Я не знаю, у меня нет такого выбрать желания, нету какого-то такого принятия. Конечно, если желание такое, хочется, вот не знаю, попробовать пожить это вот монашеской жизнью у тибетских монахов, но там есть и плюсы, и минусы. Это физически сложно, у тебя много лишений. Поэтому нет, не знаю. Я считаю, что нужно в этом воплощении делать все лучше, чтобы хотя бы не родиться где-нибудь неприкасаемым в трущобах Мумбаи. Вот за это надо больше как бы печься. Вот. Не совершать здесь всяких плохих дел, совершать хорошие, ну и так далее. Ну, такой интересный вопрос. Ой-ой-ой. Вы пробовали принимать психоделики для перезагрузки? Это посильнее випассаны. Я бы не сказала, что это сильнее. Оно действует сильнее, но оно не твое. Випассана — это техника, которой ты пользуешься сам, ну, человек. Ты осознаешь ее. А психоделики, они как-то работают. Это синтетика или что это? Я просто не разбираюсь в наркотиках. Да, да. Вот. Вообще наркотики — это плохо, и МЖС комьюнити не рекомендует Да. употреблять Ну и, наркотики. как я сказала, оно не то. Оно действует на твой мозг как-то разрушающе, искусственно. Випассана, либо какие-то вот медитации с гонгами — это то, что вот есть твое личное. Это идет твой багаж, ну, тебе плюс в карму. А все это такое, это искусственное, как алкоголь, как сигареты, этого всего лучше избегать. Вот. Лучше медитируйте, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Это очень нужно нам всем психически и физически быть здоровым. Окей.
Остальные вопросы мы зададим в конце, Хорошо, потому что они как хорошо, раз хорошо. напоследок остаются. А, Окей, в горах ты прошла треки, посетила базовые лагеря. Ам, Что было после того, как ты вернулась с гор? Ну, как я говорила, я вернулась несколько незапланированно, то есть на недельку раньше, потому что испортилась погода. И мне еще не хотелось в Катманду, там холодно. Вот. Дальше, получается, дальше у меня вообще как было запланировано. Это уже декабрь месяц, я по всем своим бумагам и договоренностям с конторой должна была вернуться 8 января на офис. То есть после всех этих праздников новогодних. И мы там запланировали, что муж тоже возьмет отпуск и прилетит куда-нибудь туда. Но мы не знали еще куда, когда мы планировали это в октябре, в сентябре, но куда-нибудь туда. То есть я обещала не улетать слишком далеко, там в Индонезию, потому что от Минска туда лететь далеко. Мы решили, встретимся в Дели, а там разберемся. Там просто на морюшко можно, либо в Гоа, либо в Кералу, либо еще куда-то. Вот, поэтому у нас была уже точка встречи. 29 декабря мы должны были встретиться в Дели. И у меня еще не было билета, но был уже билет был у мужа, поэтому куда-то из Непала ехать мне уже не было смысла. И поэтому я решила там зависнуть. Там есть такой городок под горами Покхара. Ну, обычно это город на день. То есть туда возвращаются с гор, там есть хорошие гостиницы, горячая вода, всякие ласси. Ну, это безалкогольный коктейль на основе фруктов и молока. Ну, это классная тема, особенно после вот гор. Такое вот витаминизированное все. В общем, там чилят. Там отмываются, чилят, катаются на лодочках по озеру. Я там зависла на неделю. Как говорила моя подруга, Покхара — это Нарния. Там зависать нельзя. Она просто тебя притягивает, и ты не понимаешь, почему ты там находишься. Ну, так и было. Я решила снять не гостиницу, а именно квартиру. И у хозяина было минимум аренды 4 дня. И я думала, ну какие 4 дня? Максимум 3, и я уеду. Ну, если что, потеряю там эти 12 баксов за ночь, ничего страшного. Вот, я училась решать проблемы за деньги, а не вот этим всем. Боже мой, типа, я не хочу, квартира хорошая, но 4 дня, значит, я ее не возьму. Зачем? За деньги можно решить этот вопрос. Вот, это очень важная тема, что не дурить себе голову, а лучше тратить деньги. Ну, другой ресурс. Как я говорила, деньги это дешевле, чем здоровье. Вот, поэтому лучше заплатить деньгами иногда. Вот, я сняла эту квартиру, и я там зависла, потом продлевала аренду еще на день, еще на день, еще на день. Хозяин с меня смеялся, говорит, ну, может, давай на месяц сразу дешевле будет, я скидку сделаю. А я там закайфовала. Я ничего не делала. То есть с утра я просыпалась, у меня там была своя кухня, банановое дерево возле балкона, солнечная сторона. Я там готовила себе завтраки, сидела вот так вот чилила. Ну и ноутбук. Ноутбук, который мне привезла подруга, наконец-то понадобился, потому что мне наконец-то захотелось описывать свои впечатления. Ну, то есть не отчет о дороге, типа я поехала, я села на поезд, на самолет, а именно какие-то вот темы, которые меня волнуют. Я еще это в Фейсбуке спамила, люди читали. И я испытывала кайф, я 2-3 часа работала над текстом, это было здорово. Потом я куда-то выбиралась, иногда с людьми разговаривала, иногда просто там... Однажды я взяла каяк, именно не лодку эту, там все катаются на деревянной лодке с лодочниками, а я нашла именно каяка. А я же умею это гребать. Вот. Нашла каяка, значит, мне его спустили на воду, и я целый день по этому озеру туда-сюда. Блин, это было здорово. Ну, то есть никто не нужен. Потом в какой-то день я нашла там центр, там храм, и там можно прийти на поющие чаши. Пришла, а там такая девчонка, я говорю, типа, я опоздала, типа, можно я зайду, там, can I get in? Она такая, ты что, русская? Я такая, о, блин, зашибись, а ты что, тоже? Вот. И все, я начала уже знакомиться с местным комьюнити. Меня пригласили там в какой-то барчелло на киртан. Ну, киртан — это когда все сидят в кругу и поют мантры. Это офигенно просто. Вот. И я поняла, что мне там так начало нравиться. Вот. Мой хозяин параглайдер. Они там катают туристов, значит, с горы. Обычно как параглайдинг. Ну, надо просто оттолкнуться от чего-то и взлететь. Вот. Там отталкиваются от горы, и ты летишь над этим озером, у тебя Гималай справа, озеро слева, тебе вообще классно. И сама бы по себе на такое не решилась, ну, потому что там, если что-то не так сделает пилот, то вы просто падаете камнем. Но я видела его семью, его жену, его 2 детей и беременную жену. Вот. Я поняла, что он будет очень осторожен. Поэтому я полетела, там еще полетала.
И, не знаю, каждый вечер я готовила себе еду, ходила там за картошкой, за молоком, за сыром, за овощами. Вот эти вот такие простые механические действия, которых я была лишена 2 недели, и мне было так классно. Особенно вот эту вот картошечку с лучком, с яйцом вбитым, вот жареную. Ну, это вообще такой кайф. В общем, вот ко мне вернулось такое удовольствие простых вещей. То, что мы делаем каждый день, но мы не испытываем вот этого кайфа. Мы готовим еду и думаем, ну скорее уже, скорее. Типа, а потом мыть эту посуду, потом еще что-то. Ой, потом кухню убирать, все разлилось. То есть мы вечно недовольны. А там вот эти действия, они были настолько по кайфу. Вот, поэтому начало возвращаться такое вот чувство удовольствия простых вещей. То, что мы потеряли в обычных днях. То есть я больше вот говорю к тому, что каждый свой день мы должны вот проводить именно так, как подарок. А мы этого не видим за своими делами, за своими какими-то страхами, опасениями, за жизнь, за карьеру, за семью. Мы забываем, что мы безумно счастливы, когда мы идем из магазина с, не знаю, с пакетом продуктов, и у нас все есть. У нас есть кровь, у нас есть семья, друзья, еда, работа, в конце концов. И не самая плохая, согласитесь. Вот. И ценность вот такой жизни простой, не именно жизни в путешествии. У меня до этого путешествия было такое, значит, 11 месяцев в году я фигачу, а месяц я живу. Нет, мы живем каждый день. И каждый день, каждый час этого жизни очень ценный. Вот. И это, наверное, самое ценное, что я могла вынести из всего этого путешествия. Класс. Я заслушалась, а еще больше, короче, особенно момент, когда ты про картошечку начала. Знаешь, я сейчас сама хочу картошечку. Да, вообще. картошечка это вообще это было Да. вечером. Сегодня все зрители готовят картошку. Да, окей. Я, наверное, предлагаю перейти к оставшимся вопросам. И как раз тут вопрос. Было ли желание завести личный блог? Ну, в какой-то момент, да, вот я говорила, что я начала писать вот ту недельку, вот когда я жила в Покхаре, я писала на Facebook. То есть завести что-то желания не было. То есть сделать блог там куда-то, там, это сложно. А есть какие-то френды в Фейсбуке, я там просто писала длинные лонгриды. Без фоток, без ничего. То есть фотки я в инсту кидала, а туда я писала просто вот слова. Но я как бы, в принципе, раньше вела блог, ну, я там писала какие-то тревел-отчеты или что я делаю, но потом это как-то все умерло, ну, вместе с ЖЖ. Вот. Мы из тех людей, которые еще писали в ЖЖ. Да. Поэтому, да, я пописала недельку, и потом еще по приезду пару постиков. Ну, в принципе, я в Facebook иногда люблю писать. Тут еще просят поделиться своим инстаграмом или соцсетями, если тебе не жалко, хотят почитать твои истории. Вот, мы оставим в комментариях ссылки. Ну, та-та-та-та-та-та. Ну, на Фейсбуке, наверное, тебя точно можно найти. Можно и на Фейсбуке, и в Инстаграме. Ну, я думаю, что поделимся. Но если вы там найдете что-то, что вам покажется подозрительным, ну, пройдите мимо. Окей, обязательно оставим в комментариях У меня просто закрытый профиль, да, в Инстаграме, поэтому я... Олины соцсети. Там действительно можно посмотреть классные фотки. Оля вообще очень красиво фоткает. Теперь это будет пинок брать фотоаппарат, потому что в Беларуси не всегда находишь красивое в этих серых днях. Но надо. Сохранилась ли до сегодняшнего дня дельта «я до отпуска» и «я после отпуска»? И как скоро потребуется подобный отпуск? Ребята, я ответила. Но дело в том, что мы сейчас все живем в каком-то состоянии, когда отпуска не было давно, и непонятно, когда он будет. Ну, то есть мир сейчас закрыт для путешествий, и так, как раньше, уже не будет в принципе. Но надо понимать, что я еще со своим путешествием вписалась в последний вагон. То есть если бы я захотела там на полгода уехать, я бы на полгода уже не уехала. Я бы уехала на 4-5 месяцев, потом началась корона и все вот это вот. То есть сейчас мы обречены искать прекрасное здесь и сейчас, потому что слишком много проблем. Мы не можем ждать отпуска, чтобы их зарешать. Сейчас мир изменился, он по-другому работает. Ну, тут вот еще, наверное, похожий вопрос. Оля, поделитесь, пожалуйста, как поменялось ваше восприятие жизни и работы после этого прекрасного выпадения? Ну вот восприятие работы, да. Про жизнь я, по-моему, уже так говорила, а вот про работу, наверное, не сказала. Ну,
я тебя всегда знаю, у меня есть стоп-триггер. Я понимаю, когда я устала, и мне нужно отдохнуть, и значит, я должна все бросить, даже если оно все горит. Потому что ничего не случится. Это все вот в голове. То, что если я сейчас, не знаю, лишние 2 часа не поработаю, там проект сдохнет. Нет, 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 он прекрасно жил 3 месяца без меня. И проживет, если уйду вообще. То есть нет незаменимых людей, всегда находятся другие. То есть если раньше я считала себя каким-то, вот, я тут важна, нет, ну, всегда, знаете, такое вот есть очень отрезвляющее вот понимание. Я наемный работник, я работаю на конторе, я продаю свое время за деньги, свои способности за деньги. И это сразу отрезвляет. И ты понимаешь, что ты не делаешь дело своей жизни, ты работаешь на работе. Ну, понятное дело, что в IT, особенно в белорусском IT, работать только за деньги – это стыдно. Потому что, ну, хочется какой-то свой интерес, развивать себя, заниматься тем, что интересно. Ну, куча предложений, а если ты профессионал, ты в них найдешь что-то себе, ну, нужное. Но все равно ты себя вот таким отрезвляешь, что все нормально, это просто работа, забей. Ну и второе – это доверие к коллегам. Тем, что можно делегировать и можно забыть об этом. Да, человек сделает, человек отлично это сделает. Есть люди, которые лучше разбираются, чем ты. И так оно и есть. Ты больше делегируешь, и люди, ну, я не знаю, может, так получается, либо это совпадает, но люди действительно делают классные штуки. И ты бы так не сделала. И ты понимаешь, что ты можешь восхищаться своими коллегами. Это здорово. Вот. Ты больше не тянешь все. Ну, в голове. Вопрос еще. Интересно, как прошло возвращение к работе? Сложно. Возвращение даже в Беларусь прошло сложно, потому что резкая смена климатического пояса, резкая смена времени, Картошечки? картошечки. То есть, ну, представляете, вы вылетаете из мира, где все тепло, ярко, жарко, а прилетаете вот в это вот. Вот, я не знаю, есть ли у вас ощущения? Наверное, нету. Мы живем на севере. Мы реально живем на севере. То есть ты прилетаешь, все белое, лежит снег, холодно, едешь с аэропорта на такси в Минск, и там поля, и ничего нету. Ну, то есть в Индии такого не бывает, что такие пустующие пространства. Ну, вообще в Азии, там же гораздо больше людей. Вот. Тебе сложно, в принципе, ориентироваться здесь, а в работе еще сложнее. Потому что ты в какой-то момент ты не понимаешь, а зачем я вообще здесь нахожусь? Ну, потом, конечно, да, включаешься, делаешь сначала какие-то более простые задачи, какую-то текучку. Первое время ты просто изучаешь, что случилось на проекте за это время, что уже сделали. Вот, потому что тебе еще нужно вот это вот подхватить. Ну, как бы у нас продукт, он развивается. Это постоянно, как бы, это не для клиента, там один проект, другой, это третий, четвертый. У нас продукт, и он развивается, и надо посмотреть, что люди сделали за это время, быть в теме. А потом уже начинаешь включаться в какую-то непосредственную разработку сейчас. Поэтому, да, нужно время, но нет требовательности к этому. И это очень хорошо. То есть если раньше ты там фу, за что мне деньги платят? За то, что я сижу вот так вот туплю? Ну, как бы нет. А сейчас ты понимаешь, что, ну, начальство это понимало, таких требований, что ты вернешься и будешь опять жечь, не будет. Поэтому я спокойно там 2-3 недели изучала, делала какие-то мелкие задачи, текучку включалась в работу. Без какого-то насилия над собой. Это очень важно. Иначе вся терапия прошла даром. Но ты научилась держать вот этот баланс? Не очень. Иногда меня заносит обратно. Но тело всегда дает знаки. И я просто сейчас уже понимаю и считываю, что все, на сегодня хватит. А сейчас нужен отпуск. Ну, вот такое. Сейчас нужно забить и делегировать. Это вот нормально. Ну, это классно. Еще один интересный вопрос, мне очень понравился тоже. Хотела бы ты побывать космическим туристом? Боюсь, что здоровье не позволит. Там такие требования. Не, наверное, нет, страшно. Ну, представьте, на самолете лететь страшно, а на вот этой фигулине, которая вообще там в открытый космос, не-не-не, не хотела бы. Так, где-то был еще один вопрос интересный. Писали зрители, что из ЕПАМа увольнялись на год в отпуск и возвращались назад. Ну, наверное, вот у меня такое как бы встречное предложение. Ребята, у нас проект немножечко такой экспериментальный.
про выгорание, про сложные темы. Если такие ребята есть и смотрят нас, пожалуйста, welcome на наш стрим. Мы с радостью вас пригласим в нашу студию. Вы поделитесь своими историями, как можно на год уйти, например, как можно сменить профессию. Вот. Пишите нам в Инстаграм, пишите нам в комментариях. Вот. Обязательно подписывайтесь и помогайте продвижению нашего комьюнити-канала. Вот. Это действительно очень важно, и нам приятно, что вы цените нашу работу. Вот. У меня тогда такой как бы немножечко вопрос по этому вопросу. А у тебя не было мысли на год вот так свалить? Ну вот как я говорила, что мне даже полгода казалось много. Я просто не знала, чем я себя займу. Но вот в тот момент, когда мы уже после Нового года сидим такие с мужем в гостишке, у нас есть билеты из Дели в Минск, мы их купили, не знаю, правдами, неправдами, через страшный сайт Узбекистан Airways. Чуваки сверстали газету, да, и работает он как газета. Ну, я не знаю, купили, а из Кералы, самый классный аэропорт в мире, Тируванантапурам называется, скороговорка. И мы сидим и понимаем, что у нас нет билетов, и руки опускаются, не хочется их покупать, не хочется уезжать. Все только начало случаться, а теперь надо уезжать. То есть в тот момент я бы, наверное, все-таки продлила отпуск. Вот. Если бы у меня не было каких-то подвязов вернуться, наверное, бы я еще хотела побыть. Но год, я не знаю, это многовато. Я считаю, что нужно давать себе какой-то минимум, то есть не менее чем. То есть вот мое не менее чем было 3 месяца. А было бы здорово именно такое, не менее чем 3 месяца, но столько, сколько мне нужно. То есть самое хорошее – это ничем не заниматься до того времени, пока вам не захочется чем-то заниматься. Вы можете не лететь куда-то там за 3-9 земель, вы можете, не знаю, снять хатку на Полесье и сидеть журавлей считать. Но главное, чтобы вы не работали, не предпринимали ничего в жизни, пока у вас не появится это желание. А оно появится. Просто нужно выспаться. Банально. Вот. Оля, нет ли желания совсем уехать в другую страну? Знаете, я думаю, что сейчас у всех есть такое желание, вот, но это тоже не выход. Какую бы сверхспособность выбрала? Читать мысли или мгновенно перемещаться в любую точку пространства? Наверное, второе. Потому что, ну да, люди придумали такую большую землю, города, это так неудобно. Гораздо удобнее просто там хоба, и я уже в Катманду. Вот. А мысли лучше не читать. Там, я не хочу знать, что у людей творится в голове. Там кошмар, мне хватает своей. Вот. Это да. Окей. Если есть еще какие-то вопросы к Ольге, задавайте. Мы уже, наверное, подходим, в принципе, к концу. Оля, что-то еще? Я себе выписывала на бумажке там какие-то рекомендации, да. Что я могу посоветовать? Помню, ты говорила, людям? что универсальных советов нет. Ну да. Ну вот подытожить можно, да, что всегда четко формулируйте свою цель, даже если она сейчас кажется недостижимой. То есть в тот момент, когда вы ее сможете формулировать, вы начнете ее реализовывать. Вот. Это как бы универсально. Но это именно вот если с выгоранием. Когда вы поймете, что вам нужно для отдыха, то все сложится. Вот. Но это не обязательно будет путешествие в Азию. Как я сказала, хатка на Полесье – это тоже вполне себе терапевтично. То есть вы делаете то, что вам хочется делать. Мне хотелось в Азию, потому что мне нравится Азия. И вот и все. Если вам нравится рыбалка, значит, надо купить удочку, и надо найти речку, да, и рыбачить. Ну, и всякое такое, что нравится делать. Вот. Ну и потом, да, не откладывайте вот этот момент отдыха. Когда вы дойдете до ручки, будет уже поздно. Ну вот как со мной случилось, надо было просто поболеть, поменять планы, там немножко понервничать, простраиваться, посидеть, поплакать на море, да. То есть все люди мечтают, а ты сидишь, плачешь, потому что у тебя мечта не сбылась. Вот поэтому не откладывайте, слушайте свое тело и находите эти моменты отдыха, ну, чуть-чуть раньше. Вот. Ну, получайте удовольствие в простых вещах. Это самое главное. Картошечка. С лучком. Ой, Марьяна, что ж ты робишь? Ой, нравится ощущение жизни без дедлайнов? Конечно, нравится. Но все равно это ощущение есть. Дедлайны, они как-то, да, есть.
они все равно есть. Даже если они не в работе, то они все равно есть. Но ощущение жизни, в принципе, нравится. Когда ты чувствуешь себя живым, это здорово. И ты можешь один день выйти на улицу и чувствовать себя вообще не на высоте, не в ресурсе, а другой день ты выйдешь, солнце светит, почки распускаются, и ты настолько живой, а ничего не поменялось. Поменялось только твое отношение. И вот это ощущение классное, когда не зависишь от обстоятельств и все равно живешь. Окей, ребят, если вопросов больше нет, Пледик. я, наверное, да, предлагаю перейти к самому долгожданному и желанному событию нашего стрима. Мы достаем сей шикарный плед. И Оля говорит, что ей откликнулось. Кому? Слушайте, я не знаю, вопрос, может быть, такой был смешной, но мне почему-то вот он очень понравился. Про командировку в Антарктиду или на экватор. Не знаю, почему-то вот для меня очень понравилось. Заставило так задуматься, что бы я с этим делала, особенно если это командировка. Вот, я не знаю, кто был автор, но вопрос был классный. Мы, наверное, свяжемся потом с автором этого комментария и отправим пледик. Пересылка за наш счет. Вот. Сейчас ребята как раз, наверное, в комментариях поздравят победителя. Вот. А мы, наверное, на этом заканчиваем и прощаемся. Может быть, ты что-то хочешь еще сказать ребятам? Я, наверное, как дятел повторю еще раз: картошечка. Мы уже долго сидим, общаемся, да. Ну, только это. Живите, наслаждайтесь. И берегите себя и свое психическое здоровье. Это очень важно, это важнее, чем любая работа. Вот. Но работа тоже приносит удовольствие, и можно черпать удовольствие из него, только дозированно. Вот, я могу говорить еще долго, поэтому, Марьяна, все-таки завершай. Да, спасибо тебе большое, спасибо, что ты пришла, поделилась с нами, рассказала эту интересную историю. Контакты Инстаграма и Фейсбука мы обязательно оставим в комментариях. Оля поделится. И не забывайте также подписываться на наш Инстаграм MGC Talks, смотреть наши классные сторис с Марликом. Вот. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что это действительно помогает нашему развитию. Нам просто приятно то, что вы оцениваете то, что мы делаем. А мы действительно стараемся делать это с душой. Всем большое спасибо за этот стрим, за интересные вопросы. И, как я уже говорила раньше, ребят, мы ищем новых героев на этот проект. Он такой достаточно экспериментальный, не обязательно про путешествия, это могут быть хобби, это может быть какие-то сеансы с психотерапевтом, да что угодно, как просто вы сталкиваетесь с повседневной рутиной и психологическими проблемами на работе. Вот. Всем спасибо, всем пока, всех любим. Спасибо большое, пока. На этом все.